Приветствую вас на канале Минск Family. Сегодня 14 число, а значит пора сделать обзор парусного рынка август 2022 года. Сегодня решил не лезть в дебри большого выбора лодок свыше 30 тысяч. Там можно купить многокаютную лодку, свежую, оборудованную, в общем, очень сильно разбегается. Сосредоточимся в этом выпуске на лодках, скажем так, подходящих по принципу первой лодки. Они тоже могут быть совершенно разные по уровню и качеству. Поэтому начнем мы с практически бесплатной лодки. Навер 29 отдает за 50 норвежских крон. Норвежская крона идет к евро 1 к 10, значит 50 на евро. Находится она в Норвегии, и она не маленькая, 29 футов, у нее есть дизель. Видите, передняя носовая закрутка даже, выглядит вполне себе не бедово. Конечно, проблемная. Че бы ее отдавали за 50 евро? Бух у нее DV29, это простой бух, есть вода внутри, вон мы видим. Но ее, наверное, не супер много. Плюс она в холодных водах-то не сильно цветет. В общем, бесплатная лодка за 50 евро. Передний парус. По сравнению с той лодкой, которую мы записывали яхта даром, выглядит даже как-то более готовой к выходу. Хороший пластиковый кокпит, нет столько дерева гнилого и прочее. Какие-то приборы. Вот такая лодочка, 50 евро, Норвегия. Такие дела. Ссылки все, как всегда, будут находиться в нашем телеграм-канале Yacht Family. Присоединяйтесь, к нему есть Yacht Family чат. Далее Норвегия. Бастрём B31, очень распространенная лодка в Норвегии и Швеции. Порядок ее цифр от 2,5 до 7,5 тысяч. Это стоит 5000 евро. 15-лошадиный Янмар. Смотрим состояние. Проходной туалет с раковиной. Но он есть, и морской туалет. Пленки всевозможные, бимини, закрутки. Выглядит все симпатично. Какая-то плита странная. Электрическая. В общем, вот такой вот 5000 Бастрём B31. Штурвал, не румпель. Погон посредней кокпита. Так, двигаемся дальше. Норвегия. Гранада 31, также 5000. Классическая лодка. Видите, какая форма киля, достаточно скоростная. Хорошее управление, Sail Drive. Это не фонтан. Это из моего опыта, но в целом, опять же, если пользоваться... Volvo Penta, Sail Drive будет пентовский. Не сильно редкий и достаточно дешевый. $5000. Гранада 30. Игрок. Тоже достаточно частая лодка в Швеции и Норвегии. Player 311. Такой я смотрел, хотел покупать, даже не успел. Его очень быстро забрали. Был он 5000, по-моему, стоил. Этот самый дешевый в Норвегии. Player 311, 6500. Янмар у них шел. 2 GM20. Хорошее описание. Почитайте. К этому, по-моему, есть тузик и мотор 4-лошадиный. Тиковый здесь кокпит, все выглядит довольно симпатично. Я для примера подобрал еще игроков, точнее, они были просто следующие плюс-минус дороже, но этот выглядит очень достойно, причем он самый дешевый из всех. Видите, какое заднее место, достаточно легко его выделить во что-то отдельное. Вот сюда поставить перегородку, кухня в глубину туда зашла.
В других реализовано чуть по-другому пространство и похуже, я считаю. Морской туалет, не био. Это хорошо, я считаю, тоже. Погон не от края до края, а только в центре. Это тоже более удобно. Мотор выглядит неплохо. Выглядит, ну понятно, что опять же надо все проверять. Исключительно поверхностное мнение. Значит, 6500, плеер 311, уже лодка попросторнее, хотя те же 31 фут, если не ошибаюсь. Что мы имеем далее? Виксум 31, золотая рыбка. 9000, Норвегия, 55, моторсейл. 75 год. Большие достаточно баки, неплохие аккумуляторы, 3 штуки, 2 по бака, по 100 литров топлива. Решили сменить, братья, лодку. Смотрим моторсейл. Конечно, классная рубка у него сверху, и еще и бимини, солнечные панели имеются. Неплохой вариант для увеличения пространства на те же 31 фут. Конечно, оно выглядит и посветлее, и более пространство. Такое классное место. Капилот. Задняя кормовая каюта. Здесь вот так все организовано, очень приятно. Всего за 8900 евро. Да, здесь уже видите, какое пространство, туалет с душем. Приятно. Вот какая-то кормовая каюта показывает. Либо двухместная, либо... Паруса подуставшие, наверное, рабочие. Углы монтированные. Хорошая лодка, мне кажется, неплохой вариант. Очень интересный, двухкаютный, причем с просторной задней каютой. Описание есть, ссылки в телеграм-канале. Вот игрок за 9000. По этой фотографии вот видно, что плееры 311 идут с сейл-драйвом янмаровским. Он распространенный, их много. С ремонтом или заменой никаких проблем. Чуть более симпатичный, видите, пластиковый кокпит, тот тиковый. Выглядит не лучше, не хуже. Просто есть выбор по этой модели. Видите, по-другому совершенно организовано пространство внизу. Эта лодка, насколько я прочитал, строилась как корпус, а дальше владелец уже мог ее сам дорабатывать. Частная верфь, то ли датская, то ли норвежская. 9000. Плеер 311. Жанураж 9,5. 10 тысяч. Volvo Penta 18 лошадей. 81 год. Готово и эти описания по ссылке. Жанураж. Давайте посмотрим, что внутри. Йода. Такая закрутка свеженькая выглядит, без солнечной защиты. Передний парус. Хороший якорь. Зацеп, как он там называется, не помню. Места не больше, но выглядит посимпатичнее, да? Вот и варианты до 10 тысяч по Норвегии. Здесь вал. Профиль тоже хорошо управляемый. Не полный киль этот, неуправляемый. Такие вот лодки до 10 тысяч. Норвегия.
от 0 и до 10. Переходим в Швецию. Альбин Вега, классика. Возит их, видел еще на итальянских сайтах уже тысяч по 8. $2500. Вот, оригинальный, пожалуйста. Не перевожу корявым переводчиком. Читаем оригинальное описание. Все понятно. Известная стартовая такая лодка для начала. Многие пользуются. Совершенно обычная компоновка. 2500 самая дешевая. Далее Motorsail 5000 Solving Volvo Penta. Ну вот Motorsail всегда как-то по-другому сразу компонуется. Это интересно. Будка большая, кухня, штурманское место, а впереди двухспальная такая каюта, практически посередине. Из-за этого, конечно, совсем по-другому пространство. Такой кокпит, румпель и штурвал там есть. Дизельный отопитель, но это часто для Скандинавии. 60 дизель, 60 воды маловато, конечно. Лодка заводская, значит, материалы высокого качества. Для лодки какого-то года. Старый, в общем. Читайте описание, если вам нравится. Motorsail, конечно, для начала интересные за 5000. Компоновки могут быть более просторные, высокие, не ужатые. Вот. Уникальный шведский катамаран. 6-700 тысяч евро. 67 шведских крон. Давайте я проверю курс шведской кроны. Практически тоже 1 к 11. Где наш катамаранчик? Кто-то там самого чуть ли не сделал. Почитайте. Кухонька есть. Вот такое просторное спальное место. Видите, это не зеркало. Это здесь душка и здесь душка. То есть можно разделить, будет две каюты. Катамаранчик. Здесь написано, что он 9 метров в длину и практически 4 в ширину. Хотя так как-то выглядит, как будто он даже пошире. Ссылки в описании, кому нужен бюджетный катамаран. Думаю, что если его за 6,5 перегнать куда-то в Средиземку, то он может стать очень интересным. А судя по фотографии, у него складывается мачта и можно идти каналами. 6900. Видите, скидочка с 12 тысяч практически в 2 раза. 37 футов. Отдельный туалет, кухня, уже не в передней каюте туалет. Написано, что скидка из-за того, что вот здесь вот эти вот погнутые борта. Ну, бог знает, может быть. Просто длиннющая лодка, огромный кокпит. Какая-то, наверное, для того, чтобы участвовать в регатах. Читайте, кому нужна именно такая лодка. 37 футов с компоновкой, как у 29 футов. По мне, я посчитал, что чем меньше лодка с одинаковыми удобствами, тем обслуживание ее дешевле. В маринах тех же вот и профиль очень скоростной. Киль. Так, идем дальше по Скандинавии, уходим в Данию. Здесь мы находим Альбин Вега, но практически без фотографий, но зато за 1,3. Понятно, что этими фотографиями люди пытаются показать. 75 год, 24 фута, 1,3, 1 к 7, по-моему, если не ошибаюсь. Датская корона. А это значит датская крона.
13 1700. 1700. 1 к 7. Видите, не отвечает. 2 июля не отвечает. Ну, как бы имеется в Дании. Sunwing почти 10 тысяч. Восстановлены 27 футов. О, я узнаю тебя из 1000. Мотор Бух. Не знаю, DV, ну это не 10, может быть 20. Нет, 10 мотор. Понимаешь, с фотографиями. Тут есть чарт-плоттер, бимини, видите, защитка. Симпатичный. 27. Ссылки в описании, кому ближе Дания. Maxi Phoenix Dinet. 84 год. Volvo Penta 7,5 лошадей. 28 футов. Такая очень подрезанная передняя каюта, наверное, туалет там за дверью. Так, что мы еще имеем в Дании? Maxi Phoenix Classic. Не одинаковые, что ли? Maxi Phoenix Classic. И тут вот видите, как сзади организовано, тоже по-другому. Хорошее такое заднее пространство сразу становится. Чуть-чуть улучшили и уже хотят 15. Ну, отдельный туалет, примерно есть задняя, очень свежий мотор, это D1.13, 13 лошадей, наверное, уже, да, помощнее, 200 часов, новый мотор поставили. Такие варианты у нас в Дании. Куда мы с вами двинемся дальше? Давайте поюжнее, перейдем в Грецию, ее мало. В Греции у нас есть вот такой Дромор, это верфь, как и у меня, вот 83 года, это Дромор другой немножечко, 10-метровый, 30 лошадей. Передняя каюта, туалет проходной, судя по всему. Кухня. И спальное место боковое, не пойму. В общем, эти греки, как обычно, фотографии не фонтан. Но 11 тысяч, Дромор 86 года 10-метровый, находится в Греции. Еще в Греции, в соседней Марине, мне тут один из наших друзей канала сказал, есть парочку лодок на продажу, так что скоро схожу, сделаю по ним обзор. Есть Вестерли 36 и Sunrise 35. Что еще у нас есть недорогое в Греции? Бенитао Ивансион 32 Моторсейл. Такой с рубкой. Что это? Volvo Penta? Перкинсон, да, Volvo Penta. Штурвал, кухня, кают-компания, а уже спальные места чуть ближе к носу. Это все вот здесь вот под рукой находится. Такая компоновка. Есть, я еще понимаю. Нет. Вот так вот закрыто здесь. Носовая каюта. И в проходной еще справа и слева места. Вот здесь это до носовой. Туалет, так понимаю, напротив этой. Такая компоновка. Греция. Ссылки в телеграм-канале. Это уже говорил. Испания. Испания. Это недавно отреставрированная лодка. Бух. Опять. ДВ-10. Их много. Они дешевые. 6000. Недорогой мотор. Недорогая лодка. 72 год. Недавно отреставрирована. Самое дешевое предложение по Испании. Балеарские острова.
29 футов. 29 футов. Да? 8 метров. Дальше. Дюфурт Классик 31. 9,4 метра. МД 11. 26 лошадей. Лодка в Гандии. Аликанте, 75 год. Такая кухня. Чего особенного, ну, в Испании, в Аликанте. Вот такой профиль лодки. Дюфур. Далее на этом сайте Маланусия, я не выговорю. Ссылки все, как всегда, в телеграм-канале. Эту лодочку я поставил за 25 тысяч здесь, потому что она 2001 года. У нее 8-метровая длина, то есть это свежая лодка. Как мы смотрели тогда в Польше, тоже там под 20-ку была очень свежая лодка похожего формата. Румпель, отдельный туалет. Для тех, кто хочет просто ночевать чего-то посвежее, хочет каких-то 2000-х годов лодку, то приготовьте вот 20-очку. Отдельная задняя каюта, это хорошо, то есть хорошая компоновка лодки. Вот такая. 8 метров, 2001 год, Volvo Penta мотор, автопилот. Так что читайте описание. В Испании нашлись также Аристокет 30-й катамараны. Старенькие, 72 года, в Мурсии. Дизели 2 по 13 лошадей. Тиковая палуба. Здесь, говорят, ставят сетки впереди катамаранов, потому что когда сюда заливается вода, и они склонны к перевороту именно в нос. Но, может быть, из-за того, что здесь короткая база, это здесь не принципиально. Я, кстати, не видел и в Праудах тоже не видел. Хороший просторный салон. Старенький. Такой кокпитище. И еще задняя платформа. 2 мотора. Смотрите, Испания, 40 тысяч, 72 год. Катамаран. Так, есть еще один катамаран на этом сайте. Мадрид. 2 двигателя Янмар. По 18 лошадей. Чуть подлиннее, 10-метровый. Но всего одна фотография, так что, видите, сделано с телефона. Интересно. Интересно не продают, но связывайтесь. 97 год, посвежее катамаран, конечно, значительно. Длина 10 метров. Такие дела. Нечего даже показать. А вот и Прауд. Как он здесь стоял. 11-метровый. И у него были какие-то вопросы по мотору. Двигатель снят и больше не существует. Янмар 28 киловатт. Ну, 3 GM30 стоит, ну, 1003. Если это совсем какой-нибудь свежий, Ю там какой-то там, следующий, то мне здесь предложили его с L-драйвом обычным за 4,5. Ну вот с L-драйвом здесь, тут через передачу по прямой идет такой L-драйв. Это ничего сложного здесь нету. Здесь обычная коробка стоит. То такой мотор будет стоить 1003-4, не больше. 45 тысяч евро. Катамаран. Стартовая цена. Внутри довольно симпатично выглядит. Но вот это вот местечко здесь бывает разделенное. Это нос по центру. Вот еще один новый сайт в этот раз поставил. Это французский. Либонкоин. И здесь самая дешевая лодка 3500, 6,6 метра. Вот такая малышка.
Вот тут вообще холодильник, все, в общем, вот это все пространство, что есть внутри. Малышка такая с подвесным мотором. Двигаемся дальше. Катамаран за 4000 евро. Нуждается в ремонте. 10 метров на 5 метров. В 1984 году. Вот такой проект. Катамарана 1984 года. Извините, кручу по кругу. Больше фоток нет. Французы очень плохо отвечают на сообщения. Ивансион 22. 22 фута всего. Ну, вот опять же, если смотреть, когда рубка, это носовая каюта. Посидеть за 7000 штурвальчик, место под, как бы, получается, в кают-компании штурвал стоит. И такая удочка. 22 фута всего. 83 года. Все работает, пишет. Прекрасно. Дюфор. 10 тысяч 8-метровый. Тут даже хитро стоит разогреватель. Классическая компоновка. Дюфор 2800. За 10 тысяч. Вот эту лодочку классно я представил для примера. 92-й филинг, как на небольшом размере можно сделать компоновку. Берете, ну вот здесь фотографии, ничего не понятно. Для этого есть замечательный запрос. Филинг 287, ну вот видите, он ошибся, 286 филинг. Sailboat Data. Просто я смотрел, уже 287 вообще нету в природе, как-то не нашлось. Значит, вот он, 286 филинг. И смотрите, как классно сделано. Без передней каюты, кают-компания, отдельный туалет и 2 задние двухместные каюты. И это на длине 27 футов. Красиво же. С 86 по 95. Наш вариант 92 года. Поэтому на маленьком размере вполне может быть классная компоновка. Свежая достаточно лодка. 92 год относительно. Вот такие дела. Жано Симфония 80-го года за 14 тысяч практически. Вольво Пента. Такой вариант. Савиньон 14 евро. Видите, практически как отдельная каюта. Возможно, даже слева направо. Да, закрывается дверца слева направо. Здесь площадь хранения. Опять же, на небольшой лодке неплохо сделано пространство. С отдельной маленькой, но своей задней каютой. 9-метровой. Нани 21 лошадиной силы. На базе Куботы. Мотор хороший. Кубота, по-моему, то ли Toyota, то ли Honda японская делает Куботу. Гипси 96. Один туалет. Одна каюта задняя, носовая. Хорошая компоновка. Приятная лодка. 3 фотографии. 3. Ровно 3. Ничего не понятно больше. Надо писать, просить еще фотографии. 20 тысяч евро. Центральный кокпит. Заранее человек пишет о том, что собирается быть в октябре в Монреале. Яхта должна быть продана. Здесь больше фотографий. Это огромная передняя каюта. Интересный опять же центральный кокпит. Тузик с этим мотором. Мягкие солнечные панели. Бимини спрей-худ. И вот видите, лесенка имеется. Автопилот. Благодаря центральному кокпиту есть 2 отдельные двухместные каюты. 2 на 2 спальных мест. Бак 500 литров. Замена всех иллюминаторов. Ну, неплохой. Неплохо, неплохо. 2000 года есть обслуживание этой лодкой полностью. Такой вот вариант. Франция. Так, что тут? Красиво закрыли. 20 тысяч. Цена упала на 4000. 86 год. Янмар
20 лошадей. Классный чехол. Закрытый телефон. Симпатичные сеточки сделаны. Нравится, надо посмотреть такие. Просторная задняя каюта, видите какая. И отдельный туалет право-лево сзади. Аталия 32 на Майорке в Испании. Каюта, туалет и носовая. За лодкой ухаживали. Но тоже, к слову, про соседнюю туалет не прокачной, а биотуалет. Ребята начинали диалог с, по-моему, 17 тысяч и уже дошли до 14 тысяч. И в Греции очень много лодок. По Марине здесь новая информация, что все-таки в Маринах можно спрашивать и выяснять. Англичане очень много оставили здесь лодок, и так как они теперь не резиденты, и у них там какие-то проблемы с продлением после карантина, они хотят как бы избавляться от своих лодочек, поэтому можно искать. Такой симпатичный вариант. Дальше Инаути тоже под 20-ку. Джоя Марин 34 75 года. Вот такое вот остекление. Рубка закрытая с остеклением. И очень как-то интересно, что здесь находится кокпит и еще и сзади какой-то отдельный выход из задней каюты назад. Можно кого-то сзади в картер отправлять, чтобы он жил в своей части. Да, выход из задней каюты назад. Что-то, конечно. Мне неизвестно, для чего такие компоновки делают, но имеет место быть. Может, он сзади туалет. Нет, что ли, туалет? Вот она, задняя каюта. Volvo Penta MD-19. Алюминиевая лодка в Нидерландах. Гитана 43. Кто-то спрашивал, можно ли, вот, пожалуйста, в таком состоянии 43 стоит 24 тысячи евро. Sail Drive. Все, конечно, в грустненьком сверху состоянии. Внутри чуть получше. Раковина такая домашняя, конечно, от души. Прокачной туалет в проходной комнате. На вот такие 43. Писали, что новый мотор Бета-Марин 60 лошадей, если не ошибаюсь, Бета-60. Поставили свежак. И находится он в Гренаде. Это Карибский регион. Непонятно мне, конечно, странная компоновка. Вроде как две задние каюты есть, боковые. Проходная здесь какая-то часть. Вот такой вот вариант. Это самый классный на этот день, я считаю. Бавария 320 SL, 25 тысяч, находится в Нидерландах. Остекление. Это запрос был у Михаила, что он хотел лодку с остеклением. Я такой думал, остекление так принципиально. Но здесь не полное закрытое, но остекление имеется, галочка поставлена. 89-го года лодка. Если не ошибаюсь, это купальная платформа, все понятно. Если не ошибаюсь, у нее есть там задняя каюта и туалет отдельный сзади. Тиковая палуба.
концы в кокпите. Много фотографий, не стеснялись. Есть, по-моему, автопилот. Все верно, старый, но такой симпатичный кайт-компания, просторно очень. Ширина, наверное, хорошая у этой лодки. Volvo Penta 2003. Шруми 3.0. Шруми 3.0. Хорошо сложенная Бавария. По мне все выглядит очень приятно. Я думаю, если дадут ее меньше 20, то это неплохой для кого-то вариант. Находится он, как я сказал, еще в Нидерландах, Голландии. Голландцы знают, как надо справляться с лодкой. Я это видаста, не уверен. Хорошая задняя каюта, просторная достаточно. Весьма неплохой вариант. Собственно, судя по всему, на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться. И до новых встреч. Вот такие предложения в недорогом бюджетном сегменте, на мой взгляд, хорошие варианты для начала первых лодок.